Здравствуйте, мои дорогие подписчики и зрители. Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь. И будете всегда в курсе дальнейших прогнозов Таро, которые выходят у меня на канале. На моем канале есть и короткие видео, шортс, и длинные, поэтому каждый найдет те видео, которые больше ему нравятся. Раскрываются различные темы, как правило, связанные с чувствами, внутренним миром, взаимоотношениями между людьми. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Что с мужчиной происходит сейчас и следит ли он за вами? Пожалуйста, настраивайтесь на расклад, представляйте вашего мужчину, представляйте его глаза, его лицо, его энергетику. Расклад, как всегда, будет общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю, карты я читаю в общем, но каждый, кто смотрит, когда смотрит это видео, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Вот когда вы открыли, нашли это видео, значит, именно в тот момент вы услышите то, что касается конкретно вас и конкретно вашей ситуации. Итак, что происходит с мужчиной сейчас и следит ли он за вами? Ну, давайте смотреть. Ваш мужчина. Ой, вы знаете, мужчина здесь скучает. У кого-то здесь был уход, расставание, разлука, да, может быть, какой-то конфликт, недосказанность какая-то, да, и мужчина скучает, переживает, либо, может быть, планируется здесь какая-то разлука, отъезд. Да, мужчина, возможно, сейчас занят зарабатыванием денег, поиском каких-то новых вариантов именно для зарабатывания денег, да, думает о материальном благополучии, но также скучает и хочет, возможно, выйти на связь с вами, да, написать, приехать, да, выбирает. Здесь дело касается какого-то выбора, может быть, куда поехать, может быть, как выйти на связь, да, может быть, что делать дальше, исходя из этой ситуации. Но не сказать, что он прямо сейчас наполнен счастьем ваш мужчина, да, он, нет, не наполнен счастьем, достаточно в таком подавленном состоянии находится. Что еще с ним происходит сейчас? Вы знаете, он пытается стабилизироваться, найти точку опоры сейчас пытается, да, у кого-то, может быть, восстановить отношения, у кого-то как-то понять, что именно он хочет в жизни, что именно ему нужно, как быть, как стабилизировать ситуацию, возможно, ситуацию между вами, возможно, просто ситуацию в его жизни. Мы же здесь задаем вопрос, что с ним сейчас происходит, да, вот, пытается как-то, найти вот этот баланс, компромисс, где-то, может быть, недоволен материальным своим положением, пытается найти, возможно, подработку, другие источники дохода, ну и какой-то выбор, влюбленные здесь, у кого любовный треугольник, это касается вас, да, тут выбор, думает он об этом выборе, любовный треугольник, ситуация есть, он о ней знает, не забыл, да, у тех, у кого любовного треугольника нет, то здесь думает о своих отношениях, о том, что тоже, возможно, есть какой-то выбор. У кого-то выбор, да, семья или третья страна, у кого-то выбор здесь работа и прежняя жизнь, та жизнь, которая уже устоялась, либо что-то новое, да, какие-то решения здесь нужно принимать. И пока что, как я вижу, эти решения не приняты мужчиной. Если у вас уже мужчина принял решение, то это значит, наверное, не ваша ситуация. Что еще с ним происходит сейчас? Замкнулся, закрылся очень у многих, у кого-то даже и в депрессии, может быть, мужчина, ищет какие-то, может быть, новые возможности, новые цели, новые горизонты, у кого-то даже, да, такое тоже может быть, пытается переосмыслить свой мир, мир вокруг, то, что происходит, ситуацию. Замкнут мужчина сейчас, опять же, переживает, денег не хватает, может быть, какие-то траты были у него, либо нужны, да,
не может себе позволить то, что хотел бы. Да, хотел бы всего, хотел бы и семьи счастливой, и путешествий хотел бы, да, и счастья, и чтобы желания исполнились, и чтобы друзья были, вернулись, и любовь была. То есть хочет он всего, объять необъятное этот мужчина. Ну, ничего плохого в этом нет, я не критикую нисколько, просто описываю, что хочется всего. Так, давайте посмотрим. А к чему вот он сейчас стремится? То есть объять необъятное прекрасно, но конкретно к чему он сейчас стремится? Вы знаете, он хочет иметь заработок, стабильную работу, работать где-то, возможно, даже в группе людей, да, у кого-то здесь 3 компаньона, либо 3 товарища, да, то есть именно касательно работы, услышьте меня, и иметь стабильный доход, то есть пусть он будет небольшой, стабильный, ежемесячный, да, чтобы хватало на все его нужды с возможностью развиваться дальше, да, чтобы вот осуществить свои мечты, потому что считает, что может добиться всего, что все он может, все умеет на своем рабочем месте, да, либо у кого мужчина в поиске работы, тоже не понимает, почему он достаточно квалифицированный, все хочет, а вот как-то не получается, и где же эта работа, вроде бы, да, и не так многого хочет, но хочет. К чему он стремится? К развитию, вы знаете, к профессиональному развитию, к большему заработку и к дальнейшему развитию. Как его достичь, он еще не решил, но уверен в себе, уверен, что все в его руках. Да, что главное как бы не терять уверенности в себе, что он все знает, все умеет, впереди у него большие цели, да, которых, ну, не такие большие, но впереди у него лучший этап, скажем так, да, он на это рассчитывает, вот, и хотел бы двигаться, развиваться, совершенствоваться, хотя и так считает себя достаточно профессионалом в работе. Так, ну давайте смотреть, а что вообще с ним происходит, что связано с вами, да, вот что с ним происходит. Ух, вы посмотрите, ну здесь король Пентаклей, он, да, ведет себя очень уверенно, не хочет, возможно, отказываться от принятых решений, да, как-то менять свое мнение, сделав выводы, их менять он не будет, свою ценность тоже терять не хочет, хочет выглядеть перед вами шикарным мужчиной, понимать, что на вас ему нужны деньги, что вам рядом, с вами рядом должен быть мужчина уверенный, обеспеченный, с работой, который может купить, да, обеспечить жилье, обеспечить еду, быть серьезным, знать, чего он хочет, как он может добиться. А у кого-то здесь мужчина, может быть, не обустроен сейчас, да. Вот, что еще касательно вас, его состояния? Думает о вас, висит подвешенный, думает. У кого-то, у многих здесь он сейчас не принимает решений особо, не развивает ничего, вообще, возможно, не общается, да. Вот занял позицию, я прав, я вот уверен в том, что так должно быть, да, как я сказал, то решение, которое я принял. И не буду я ничего менять, никак действовать, никак изменять ситуацию. Да, я вот так вижу свое развитие, я вот так вижу свое будущее, да. А на самом деле дно колоды, посмотрите, он наполнен страхом, неуверенностью, страхом. Да, здесь не уверен в себе мужчина-то на самом деле, поэтому бездействует, что, может быть, он вам такой вот не шикарный, не нужен, да, либо, посмотрите, ну, вообще здесь много боли, страданий, он вообще очень переживает. Если он был у вас виновником конфликта, то он страдает не меньше вашего. Здесь скучает, видите, закрывает глаза на правду, не хочет видеть того, что привело к этой ситуации, ничего не хочет ни видеть, ни слышать, находится вот в этом вот, во всем вот этих переживаниях, да, никого не слушает, никого, ни на кого не обращает внимания, просто вот, да,
себя, свое лицо никак не уроню, да, вот, если кому-то что-то нужно, действуйте, примерно так. Если у вас другая ситуация, пожалуйста, опишите вашу ситуацию, это очень важно, да. Так, давайте посмотрим, а чувства у него есть к вам? Очень сильная страсть у него к вам, вы понимаете, влечение сильное, быть с вами он хочет, вы влечете, но вы понимаете, как и хочется, и колется здесь. Здесь как-то 50 на 50, и решение не принял. И вот опять страхи, боится чего-то, да, неуверенность в себе какая-то, ведет себя как мальчишка какой-то, как незрелый какой-то человек, да, вот, возможно, если у вас другая ситуация, если мужчина, все четко, да, как бы вы видите, что не уверенный, не боится, тоже напишите, пожалуйста, комментарий об этом. Вот его чувства к вам: страхи, неуверенность в себе. И, вы знаете, разбитое сердце, разбитые мечты, разбитая душа. Вам больно сделал, себе больно сделал. Не уверен, что можно восстановить ваши отношения сейчас, если вы не вместе. Не уверен, что вы его примете. Не уверен, что можно наладить что-то. Да, то есть, а на самом деле есть возможность тут. Ну-ка, а чувства все-таки есть, какие-то чувства? Вы знаете, да, здесь чувства есть. Вы ценная, прекрасная женщина, да, вы наполняете. Он вас, ну, как бы, ценность ваша не угасла в его глазах, но вы закрылись здесь, возможно, стали холодной. Вас он не понимает немножко, ваши решения. Боится, что вы что-то, может быть, скрываете, да, что не знает вас, может быть, какая-то ситуация была, что он понял, что он вас вообще не знает. Да, а также, может быть, на вас переносит свои страхи, не уверен в себе, да, переносит на вас. А чувства здесь, посмотрите, солнце. Вы та женщина, которая давала ему тепло, а потом в какой-то момент, может быть, стали холодной. Да, отстранились здесь, возможно, все было хорошо, а потом раз, и он почувствовал холодок и не понимает, ну, сделал вид, что не понимает, что на это повлияло, да. Хотя на самом деле, я вам сказала, вел себя незрело, да, свои страхи, неуверенность в себе вот эту вот продемонстрировал, как бы, либо не то, что продемонстрировал, а прокамуфлировал, проскрывал зачем-то другим, может быть, вас в чем-то обвинил, да, а на самом деле вашей вины там не было, может быть, решение нужно было какое-то принять, ответственность, а он ее не принял, сыграл под дурачка, да, не понял, якобы что и как, да, и все он понял. Ну, а может быть, и не понял кого-то на самом деле, да, но хочет изменения ситуации с вами. Вы солнце для него, понимаете? Вы тепло для него. Вы его жизнь делали и делаете счастливой. Вы то, что светит в его жизни. Да, вы же не хотите терять солнце. Но как мы будем жить без солнца? Так же и он. Он не будет, не хочет жить без солнца. То есть чувства здесь есть. Хоть и карт чувств здесь нет, но старший аркан выходит у нас солнце. То есть кто-то здесь был семьей, кто-то был парой долгое время, у кого-то были серьезные намерения, да, может быть, вступить в брак, а потом что-то повлияло, и как мужчина понял, что нет, а вы как-то какая-то холодная, и весь мир его обрушился, да, обрушился, а он бы хотел, чтобы все было так, как он там себе нафантазировал, напланировал, вот. Ну, давайте посмотрим, а следит ли он за вами прямо сейчас. Ну, страсть здесь сильная, его эти мысли терзают, да. Да, следит, конечно, потому что, вы знаете, он здесь как собственнические чувства к вам имеет, не хочет, чтобы вы к кому-то еще испытывали страсть. Кто-то другой для вас был на первом месте, как он, да, либо как он был для вас. И по дьяволу здесь привязка очень сильная у вас, страсть не прошла, его влечет, причем ревность здесь может быть, даже, и вы знаете, на первом месте у человека стоит. Либо также может быть, что
Ну, он находится под какими-то зависимостями тоже. Но это только у тех, кто знает, что мужчина к этому склонен, да. И единственное, что ждет какого-то шанса, какой-то, может быть, сообщение, какого-то шанса на встречу, случайной встречи, или что как-то что-то сложится, да, и все как-то сможет более-менее хотя бы проясниться, да, между вами. Но следит, постоянно подглядывает, следит, смотрит в соцсетях, когда вы были, может быть, все ваши там истории, статусы смотрит, да. Ну, также, возможно, на связь не выходит с вами. У кого выходит, обязательно напишите мне, да. Но здесь, даже если выходит только, может быть, какое-то короткое сообщение или там, да, тоже что-то выставит, чтобы показать, что привлечь к себе внимание. Но очень, очень ревнует, очень следит, я вам сказала, да, что здесь вот, ну, просто карты ревности, слежки, хотя, знаете, может быть, и поводов-то нету, но ревнует. Почему? Потому что у него чувства не остыли, он еще любит, и не то, что еще, он любит, он влюблен. Вот держит он свою любовь в руке, рука прижата к сердцу, да, весь тут в розочках, весь прекрасный, но при этом не хочет, да, как-то переступить через себя. Может быть, проявляет эгоизм. Может быть, было проявление эгоизма, что повлияло на то, что какой-то конфликт был, либо, да, не общаетесь сейчас, либо еще что-то. Опишите свою ситуацию, если можете, пожалуйста, в комментарии под вашим видео, ой, под этим видео. Очень интересны ваши ситуации. Вот в чем дело. Потому что вы не безразличны ему. Ревнует и следит, очень ревнует. И, в принципе, ревнивый мужчина-то, да, хотя, может, скрывает это. Скрывает это, показывает себя таким чувственным, романтичным. Вот. И, да, и, в принципе, не ревнивым. Все чувства такие, да, все такое вот высокое. На самом деле ревность там бушует в мужчине, очень бушует. Так, ну давайте посмотрим, будет ли как-то с ним прояснение ситуации какое-то, выйдет ли он как-то, да, действительно на контакт, вот что будет с ним. Вы знаете, здесь будет, скорее всего, прояснение ситуации, потому что чувства у вас взаимные, да, что-то как-то прояснится, но встреча однозначно у вас должна быть. И мужчина вас любит, даже не сомневайтесь. Здесь единственное, что не хочет вот эту зону комфорта сейчас он свою нарушать, да, не готов, может быть, как бы, да, еще. Но любить он вас любит, и вы знаете, ситуация будет меняться, все прояснится, все станет на свои места. Развитие еще должно быть. Встреча у многих здесь состоится, приедет кто-то, вы к нему, он к нему, ну, какая-то встреча должна быть у вас. Да, не торопитесь сейчас, не надо никаких резких действий совершать, выходить на связь. Выдержите паузу здесь. Здесь пауза нужна вам двоим. Здесь так вот по судьбе идет, такая ситуация складывается. От вас здесь ничего не зависит, надо подождать. И вы знаете, у многих здесь развитие отношений будет. Единственное, что, да, кто вот в любовном треугольнике, то не торопитесь разрешать эту ситуацию в любовном треугольнике. Здесь подождите, возьмите паузу, примите решение правильное, да, без эмоций, спокойно. И вы смотрите, тут у многих очень все-таки встреча будет, развитие отношений будет, прояснение ситуации будет. И мужчина вот так вот приедет, выйдет на связь все-таки, да. Почему? Ну, потому что не готов он пока совсем забыть, либо поймет он со временем, да, после паузы, после вот этих переживаний, что не может быть без вас. Либо нужно прояснить то, что было между вами, что так нельзя, да, вот просто исчезнуть или просто не общаться. Давайте смотреть, какой итог. Ну, итог вы посмотрите, все получат по заслугам. Те, кто виноват, действительно будут нести ответственность здесь, ответ перед высшими силами. Да, каждый получит то, что заслужил. Ну, вот такая карта вышла, высший аркан, ой, старший аркан, да, но высшие силы на вашей стороне.
Здесь уже, вы знаете, как идет по судьбе, так у вас и будет. Я понимаю, что, может быть, для кого-то мало обнадеживающий итог вот вышел, да, но на самом деле очень мощная карта. Очень мощная карта. Кто как себя вел, кто как заслужил по карме, тот то и получит. Тот, к чему кто стремился, у кого были поступки праведные, да, кто честно вел себя, правда будет на той стороне. Здесь вот так вот, ну вот немножко, да, вот такой философский, посмотрите, но дно колоды все-таки мужчина любит. Мужчина вас любит. Вот. Вот такой расклад у нас получился. Пожалуйста, пишите комментарии, как у вас он проигрывается, вашу ситуацию описывайте. Все комментарии я читаю. Как правило, на все отвечаю комментарии. Очень важно мне знать своих зрителей, знать своих подписчиков. Спасибо вам большое за поддержку. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.